Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Влюбленные люди во все времена совершали романтические, героические и сумасшедшие поступки. Однако легендарный советский композитор Александра Пахмутова, которая знакома широкому зрителю не только как прекрасный музыкант, но и чистый, светлый и добрый человек, превзошла все ожидания. Александра Николаевна Пахмутова, которой совсем недавно исполнилось 95 лет, ради спасения свободы известного певца Прохора Шаляпина дала официальное согласие выйти за него замуж и стать законной супругой Прохора Шаляпина. Чрезвычайное событие произошло в весьма необычном месте, в московском следственном изоляторе номер 4. Александра Пахмутова попросила часовое свидание с Прохором Шаляпиным, который уже несколько недель находится в данном заведении за тяжкие преступления. Уже после свидания Александра Пахмутова в первом публичном интервью рассказала всю правду о данном событии. Александра Пахмутова заявила, что ее любовь к Прохору Шаляпину – это любовь как к сыну или внуку. Она хочет оградить молодого человека от жизненных трудностей и спасти его свободу. Александра Пахмутова подчеркнула, что уголовный срок может полностью сломать Прохора Шаляпина морально, и известный певец просто может не дожить до окончания тюремного заключения. Цитата. «Прохор совершил чудовищные ошибки, я это полностью признаю, но в душе он настоящий артист, очень ранимый, мягкий и добрый человек. Сильные люди должны уметь прощать и протягивать руку помощи. Для этого мы и рождены на этом свете», заявила Александра Николаевна. Поступок Александры Пахмутовой настолько благороден, что им восхищается российская общественность, ведь совсем недавно Прохор Шаляпин причинил Александре Николаевне моральные и физические страдания. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще в конце 2024 года Прохор Шаляпин совершил нападение на квартиру Александры Пахмутовой, похитил ценные вещи и нанес черепно-мозговую травму известной артистке. Однако Александра Пахмутова забыла былые обиды, простила музыканта и теперь ради спасения его свободы готова выйти замуж за Прохора Шаляпина. Пока сложно сказать, как на поступок Александры Пахмутовой отреагирует прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет, ведь на данный момент Прохор Шаляпин предварительно осужден на 25 лет лишения свободы. Это самое высшее наказание в России, ведь несколько недель назад он совершил другое преступление. Находясь в зоне спецоперации, куда Прохора Шаляпина направили за нападение на Александру Пахмутову, певец повел себя неадекватно. Без разрешения начальства он покинул свою группу и даже попытался перейти на другую сторону, а позже устроил конфликт с Андреем Белоусовым. За данное деяние Прохор Шаляпин и получил жесткий предварительный приговор. Как считает российская общественность, на данный момент судьба Прохора Шаляпина под большим вопросом. С одной стороны, он совершил преступление и должен понести суровое наказание. С другой стороны, Александра Николаевна Пахмутова является непререкаемым авторитетом не только в мире советской музыки, но и перед вышестоящими эшелонами власти. Существует большая вероятность, что если Александра Пахмутова выйдет замуж за Прохора Шаляпина, то известному артисту, если не полностью отменят приговор, то могут значительно уменьшить уголовный срок. Ну а несколько минут назад стала известна очень приятная новость о комитете. Александр Бастрыкин, который по приказу президента 2 дня назад покинул организацию, снова переговорил с верховным главнокомандующим и возвращается в комитет в прежней должности заместитель организации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк и написать поддерживающий комментарий.